Всем добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о подкормках гортензий в июне месяце для роскошного цветения и для крупных соцветий. Гортензия – это очень яркий, красивый, роскошный представитель садовой флоры. И чтобы растение стало настоящим украшением сада, его надо, конечно же, подкармливать и знать, когда это лучше делать. С наступлением теплых дней все виды гортензий, метельчатые, древовидные, крупнолистные, начинают закладку бутонов. Как и чем подкормить гортензию весной, есть об этом видео на моем канале. Тем, кому интересно, посмотрите. Сегодня же я конкретно акцентирую внимание на подкормке гортензий в июне месяце. И расскажу вам, чем же я подкармливаю свои гортензии и чем их в принципе можно подкормить. Питательные добавки в июне должны содержать калий и фосфор. Удобрение должно содержать не менее 48% калия. Это очень важно для этих растений. Причем необходимо чередовать органические и минеральные подкормки. Итак, об этих подкормках я сейчас вам поподробнее. Одна из важных подкормок является куриный помет. Мы его настаиваем и затем пол-литра разводим в 10 литрах воды. Это обычная такая дозировка. Коровяк точно так же делаем настой из него и 1 литр настоя в 10 литрах воды. Приблизительно под большое растение необходимо 7-10 литров этого раствора. Очень хорошо себя показал суперфосфат и сульфат калия. Его необходимо, суперфосфата 1 столовая ложка в 10 литрах воды, но вначале растворяем в горячей воде и потом вливаем в 10-литровое ведро. И тут же добавляем сульфат калия, который хорошо растворяется, 1 столовая ложка в это же 10-литровое ведро. Нитрофоска 1 столовая ложка и агрикола вместе с ней тоже 1 столовая ложка. Разбавляем в 10 литрах воды. Прекрасным удобрением является растворин. Кстати, он содержит еще и некоторое количество микроэлементов различных. 1 столовая ложка 25-30 граммов на 10 литров воды и проливаете свои гортензии. Феровит – препарат, который восполняет дефицит железа и предотвращает хлороз у гортензии. Прекрасно себя показал. Удобрение, которое очень хорошо себя проявляет, оно находится в хелатной форме, это флоровит. Удобрение жидкое, мне оно очень нравится, я его тоже использую. Из народных рецептов очень хорошо проявляют себя дрожжи. 1/2 столовой ложки дрожжей, 3 столовые ложки сахара, растворяете в 1 стакане теплой воды и затем разбавляете в 10 литрах воды. Даете некоторое время постоять и проливаете свои гортензии. Черствый хлеб заполняете на 2/3 трехлитровую банку, заливаете водой, настаиваете 2-3 дня и разводите тоже в 10 литрах воды. Хочу вам сказать, чтобы вы знали и запомнили то, что гортензии любят кислую, подкисленную почву. pH должно быть в районе 5-5,5. Обязательно в этот период времени с весны и до осени 1-2 раза в месяц вы опрыскиваете гортензию слабым раствором марганцовки. Это придаст гортензии очень такие прочные будут побеги, дезинфицирует растение и в то же время как бы дополняет его калием. 1 раз в месяц проливайте гортензию лимонной кислотой или же уксусом. Достаточно лимонной кислоты 2 столовые ложки на 10 литров воды, без горки. Гортензии не переносят почвы, в которых добавлена зола. Поэтому для гортензий зола не должна применяться ни в коем случае. Иначе ваши гортензии не будут цвести
и не проявят такое количество цветов, соцветий и не будут такими яркими. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.